Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я буду строить выкройку боди. По этой выкройке можно будет не только шить утепленные боди, как в моем случае, длинный рукав, воротничок, стоечка, то есть такой более закрытый вариант, да, такой, но и многое другое. То есть вы можете брать любую эластичную ткань, желательно, чтобы ткань была эластичная в обе стороны, и шить себе даже купальники. Сегодня я покажу построение, наверное, самое простое, без расчета коэффициента, без каких-то сложных формул, без любимых трусиков даже. То есть мы будем строить по своим меркам. Итак, начнем. Значит, смотрите, у меня бумага миллиметровка. Можно взять обычную бумагу, можно взять кальку, что у вас есть под рукой. Я сложила сразу в два сложения, то есть вот здесь у меня сгиб, и там, где сгиб, у меня будет центр переда. Дело в том, что почему я так разложила, потому что здесь у меня будет спинка, чтобы не накладывать спинку на полочку или наоборот, да, я буду полочку строить вот здесь, то есть перенесу, откопирую, получается, спинку туда и по спинке буду строить полочку, так, чтобы было удобнее пользоваться этой выкройкой в дальнейшем. Итак, начнем. Для начала нам нужно отступить от верха листа, ну, совсем чуть-чуть, может быть 3-4 сантиметра, 5, неважно, для удобства. Эти линии я буду рисовать пунктирными, а уже которые окончательные линии уже буду рисовать прямыми, чтобы было понятно, да, где какие у нас очертания. Итак, от сгиба я откладываю 8 сантиметров. Тут зависит, наверное, конечно же, от размера, да, для маленького размера можно 7,5 взять, для большого размера можно до 9 сантиметров, но это если будет практически в шею. Несмотря на то, что ткань эластичная, это будет почти в шею, но не в самую шею. Значит, у меня это 8 сантиметров. Я беру жирный фломастер, чтобы было вам хорошо видно. Если, допустим, вы строите для себя, вы, конечно же, берете либо тонкий фломастер, либо карандаш, чтобы, лучше, конечно, карандаш, чтобы можно было где-то потереть какие-то ненужные линии. Далее от этой линии пунктирной вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Но это можно сказать для всех размеров, потом при примерке вы себе откорректируете. Значит, я соединяю две эти точки и прорисовываю горловину. Теперь, опять же, по пунктирной линии от сгиба я откладываю половину ширины плеч. Ширина плеч, то есть измеряется от крайней точки плеча через седьмой шейный позвонок строго, да, до второй крайней точки плеча. И соединяем так пополам и смотрим, сколько у нас получилось. Без прибавок мы откладываем вот сюда. У меня это 19 сантиметров. Так, далее. От этой точки вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Ну, для эластичной ткани, я думаю, что для любого размера это будет нормально. Значит, 2,5 сантиметра. Далее я соединяю 8 и 2,5 без изменений, просто вот так вот прямой строчкой. Далее от точки 19, то есть прямой линией, от точки 19 вниз я откладываю глубину проймы плюс 1 сантиметр. 1 сантиметр просто на такую свободу, да, чтобы не было прям впритык. Далее здесь у меня также должно быть 19 сантиметров вот до этой точки. И я соединяю пока пунктирной линией. Вот так. Теперь вот эти 20 сантиметров, здесь у меня 20 сюда, да, вот так. Здесь 19, а сюда 20. Это у меня линия груди. И по линии груди я буду откладывать без прибавок 1/4 обхвата груди. То есть у меня это 100 сантиметров. Значит, 25 я должна отложить от сгиба вот сюда. Я откладываю 25. Далее я измеряю от точки 19 до точки 2,5, то есть вот это вот расстояние, и делю пополам. Можно, чтобы не заморачиваться, можно вот так сложить, вот так, да, и вот эта точка, вот она. От этой точки в сторону сгиба я откладываю 1 сантиметр, можно 0,7. Теперь
допустим, я здесь взяла 0,7. От точки 2,5 до точки 0,7 я провожу прямую, а дальше мне нужно вывести такую плавную красивую линию до точки 25. Но у меня это 25, у вас это другое число, да? Красивую такую, логичную. Вот так вот она должна быть вогнутой. То есть пройма наша готова. Переходим ниже. Теперь нам нужно измерить длину спинки до талии, но не от 7-го шейного позвонка, а от высшей точки плеча. Если вы измеряете от 7-го шейного позвонка, тогда вы откладываете от точки 2,5, вот здесь, измеряете длину спинки. Я измеряю от высшей точки плеча до талии, да, по спинке, и у меня получается 37 сантиметров. Я откладываю от точки 8 37 сантиметров и провожу пунктирную линию талии. Здесь тоже я откладываю 1/4 обхвата талии без прибавок. Но у меня в среднем это 80 сантиметров, значит 20 сантиметров 1/4. Далее от линии талии вниз я нахожу высоту бедер. Высота бедер — это очень-очень спорный вопрос. У меня очень, можно сказать, маленькие бедра, маленькая высота, да? Ну, где-то, наверное, самая широкая точка находится от линии талии на 10-9 сантиметрах вниз. Но я не строю никогда себе такую выкройку. Я беру среднее, даже, скажем, наверное, ближе к минимальному числу, я всегда себе беру 16 сантиметров. Вот мои 16 сантиметров, и это линия бедер. По линии бедер я откладываю себе, опять же, без прибавок, 1/4 обхвата бедер. У меня это 25 сантиметров. То есть я сейчас такой квадратыч стала после тренировок. Теперь, смотрите, здесь у меня 20, здесь у меня 25. Я соединяю вот эти точки, то есть я уже прорисовываю боковую линию. Так. То есть здесь, конечно же, у нас, когда мы будем уже кроить на ткани, здесь у нас будет все мягко, да. Далее, мне нужно понять, где у меня будет от линии талии, на какой высоте вот эта вот уже линия, да, вот этот вот вырез, скажем так, для ножки. Я в этом случае брала 12 сантиметров. Но если вы хотите повыше, вы делаете повыше, если хотите пониже, делайте пониже. Можно и 15 сантиметров взять, но у меня 15 это практически вот до бедер. Ну, можно, в принципе, в этот, пусть у меня будет 13 сантиметров, потому что вот это мне показалось, ну, слишком так высоковато. Чуть-чуть я бы немножко опустила. Вот беру 13 сантиметров. От точки 20 вниз по линии бедер я откладываю, то есть по боковой линии, да, я откладываю 13 сантиметров. Теперь от линии талии вниз я откладываю высоту сидения. У меня это 26,5 сантиметров. Желательно быть точными. И я считаю, что здесь, что касается мерки высота сидения, формулы, например, те формулы, которые я знаю, которые я слышала, для меня неприемлемы. Ну, например, есть такая формула: возьмите обхват бедер, разделите на 4 и получится у вас высота сидения. 100% я с этим не согласна. Почему? Потому что я даже вот беру себя. Когда-то в молодости у меня был обхват бедер 90 сантиметров, высота сидения 26,5. Буквально несколько месяцев назад у меня был обхват бедер 98, высота сидения 26,5. Сейчас у меня обхват бедер 100, а высота сидения 26,5. То есть высота сидения не зависит никаким образом от обхвата бедер. Поэтому тут лучше взять и измерить. Итак, у меня высота сидения 26,5. Далее я от этой линии вниз откладываю 6 сантиметров. И еще раз 6 сантиметров. Сейчас расскажу для чего. От первой точки 6 я откладываю 2,5 сантиметров вот сюда. 2,5. Здесь, конечно, вы можете взять и 2, если вы любите вот это место более узкое, да. И вы можете взять и 3, если вы любите. Вот здесь я брала 3 сантиметра, то есть здесь более широкий такой. Здесь я решила взять 2,5.
Вот, то есть это зависит уже от вашего предпочтения. Вы можете взять 3 сантиметра, а уже когда вы сошьете себе, можно сказать, макет из какой-нибудь эластичной ненужной ткани, вы уже определитесь, да, сделать вам меньше или больше. Меньше вы всегда можете отрезать лишнее. Далее я соединяю точку 6 и точку 2,5. Далее я соединяю точку 2,5 с точкой 13. У меня это 13, у вас может быть какое-то другое число. Я соединяю пунктирной линией и измеряю эту линию. У меня получается 30, да, вот так вот делю пополам, вот 15. И во внешнюю сторону я откладываю 1 сантиметр. Дальше от точки 13 я откладываю 3. От точки 2,5, вот это по этой уже пунктирной линии, я откладываю 3. И вот эти точки у меня, они пойдут вот так вот неизменно. Теперь от точки 3 через точку 1 до точки 3 мне нужно прорисовать такую плавную выпуклую линию. Но это опять же для тех, кто любит закрытое вот это вот место, да, закрытые ягодицы. Мне нравится, особенно когда эта вещь у нас будет верхняя, можно сказать, ну то есть такая утепленная, да, мы можем на леггинсы, на какие-то колготки носить, да, вот эту часть, чтобы ничего не мешало. Мне, например, вот нравится вот так. Если вам не нравится, я сейчас возьму карандаш и покажу. Смотрите, мы от этой точки можем отложить вверх, например, ну возьмем, то есть вот так вот под прямым углом откладываем, допустим, 8 сантиметров, да, вот она точка. И мы прорисовываем. И вот здесь, конечно, уже у нас будет не 2,5 сантиметра, 2, не больше. Вот так мы прорисовываем трусики, то есть тогда у нас будут открытые ягодицы. Вот так. Можно даже больше, можно здесь пойти по прямой. Ну, то есть это уже как бы ваше дело, да, вот здесь, допустим, по прямой и где-нибудь вот здесь закругляемся. Я думаю, что видно, очень надеюсь на это. И здесь уже у нас такая получится узенькая, можно даже не 2, а 1,5. То есть вы лишнее, опять же, при примерке можете срезать. Это вполне можно сделать. Я сейчас уберу вот эти лишние линии, потому что, ну, в этом случае я не хочу делать открыто. Я показала, почему? Потому что вдруг вы захотите, допустим, не теплое худи, а какое-нибудь из тонкой сеточки, кружевное, какое-нибудь вот как нижнее белье, да, то есть в боди. Не худи, а боди, я сказала, по-моему, худи. То есть, если вы захотите какое-то такое белье, да, нижнее сшить, может быть купальник. Купальники тоже бывают открытые. Вот купальники тоже я не люблю открытые, поэтому у меня вот эта вот выкройка, она и останется. И для купальников, и для боди. Я потом, возможно, в будущем расскажу. Планирую по этой выкройке шить купальник. И расскажу, какие изменения я вносила. Итак, смотрите, у нас практически построена спинка. Но я хочу... У меня тут застежка, у меня тут липучка. Вот у меня тут липучка, и я ее... Это у меня как бы пробник, да. Я ее слишком... Получается, слишком... глубоко, да, то есть застегивать неудобно. Поэтому мне нужно, чтобы мне удобно было спереди застегивать, мне нужно заднюю половинку удлинить. И я ее удлиняю еще, вот они, 6 сантиметров, да, вот они. То есть вот эту точку 2,5 я вот так по прямой совершенно продляю вниз и соединяю с точкой 6. То есть получается у меня вот она линия. Вот сюда она плавненько должна выходить. Вот она идет. Закрытые ягодицы. Далее сюда. И мы сейчас прорисуем пожирнее, чтобы было вам понятно, где какие линии остаются. Да, вот она линия талии. Обратите внимание, что здесь мы не делаем никакие прибавки. Ни плюсовые, ни отрицательные. То есть у нас здесь стопроцентный 0 по фигуре.
И если ваша ткань будет очень-очень эластичная, мы можем просто забрать чуть-чуть с центра, допустим, 0,5, забрать с боковой линии по 0,5, это будет достаточно вполне. Может быть, если, допустим, еще будет мало, уже при примерке вы можете забрать больше. То есть, если, допустим, это масло, которое, ну, супер эластичное, ну, тогда да, по сантиметру, даже по 1,5 можно будет забирать. И даже по спинке можно будет забирать вот здесь от проймы. Но я, допустим, не шью из таких тканей, которые прям, ну, супер эластичные, которые рыхлые, скажем так. Итак, я сейчас постараюсь перенести каким-то образом, ну, я думаю, уже за кадром, перенести на вторую половинку свою спинку. В точности постараюсь перенести. И уже будем строить полочку. Итак, я откопировала спинку на другую сторону. Решила все-таки карандашиком откопировать, чтобы потом можно было стереть эти линии. И мы с вами по спинке будем строить полочку. Для начала нам необходимо найти разницу между длиной спинки и длиной полочки до талии от высшей точки плеча. То есть не раз уже показывала, смотрите, от высшей точки плеча через высшую точку груди до линии талии мы измеряем полочку. И точно так же от той же самой точки, высшей точки плеча до линии талии мы измеряем спинку. Разницу между этими значениями мы делим на 3. 1/3, у меня это 2 сантиметра, я от высшей точки плеча построенную по спинке поднимаю вверх. Вот они мои 2 сантиметра. Далее от точки 2,5 по горловине я откладываю вниз 6 сантиметров. То есть мы сейчас строим с вами горловину для полочки. Я сейчас сначала карандашиком, то есть мы с вами сейчас прорисовываем красивую линию. Вот эту линию мы строго доводим до точки 8. Вот она, да, в зеркальном отражении. И дальше мы идем, вырисовываем горловину. Как нам нравится, так и рисуем. Она должна быть полукруглой, плавной. Так, теперь точку 2 я соединяю с точкой 2,5, вот наклон плеча. Смотрим сюда, да, 2,5. То есть у нас здесь меняется наклон плеча. Обратите внимание, здесь я также все делала. И никуда у меня на спинку, я надеюсь, будет видно. Вот, не знаю, скорее всего не будет видно, но у меня ровно на месте наклон плеча, несмотря на то, что здесь у меня манекен, у манекена практически такие же параметры, как у меня, поэтому село все аккуратно, все красиво, ничего не забегает на спинку. Кто-то говорит, что тянет на спинку, значит, либо вы неправильно измеряете свои мерки, либо вы строите что-то не так. Либо, возможно, у вас фигура нестандартная, либо сутулость, либо еще какие-то там нюансы, да, то есть вам нужно строить так, как показывают, возможно, профессионалы, поучиться у них, но и обязательно строить макет, потому что профессионалы все практически показывают для стандартных фигур. Ну, то есть мы все индивидуальные, мы все нестандартные, к сожалению. Итак, горловину прорисовали, линию плеча прорисовали. Теперь, что касается проймы. Значит, пройма у нас, вот она по спинке, я ее максимально откопировала. Нам нужно ее немножечко, вот смотрите, от этой точки или от этой линии, от линии проймы, да, от линии ширины груди, можно вот по этой точке также вот здесь отложить. Здесь у меня 0,7 была отложена, ну, допустим, сантиметра 1,5 можно отложить. Дальше я вот так соединяю с крайней точкой плеча, а дальше мне нужно вот сюда вывести ее таким образом, чтобы вот здесь у меня максимально было 1,5 сантиметра, вот там, где закругление. Поэтому я сейчас рисую карандашом, смотрю, что у меня тут получается, и уже прорисовываю маркером, чтобы увидели вы.
Вот так, да, ну приблизительно, опять же, здесь немножко накосячила. Далее, линия боковая остается у нас на месте. Спинка и полочка неизменны. Вот она у нас линия боковая. И здесь у нас вот так, да, идет. Но линия талии, вот я ее прорисовала, смещается. То есть, смотрите, здесь я взяла 1/3 от разницы между длиной спинки и полочки. И сюда я от линии талии вниз откладываю также 1/3 от линии, от разницы между спинкой и полочкой. Я прорисовываю вот так новую линию талии, но вот здесь она у меня соединяется. Вот эти точки, они должны соединиться, поэтому я просто от этой точки вот так плавненько веду вниз. Для чего нам нужна эта линия? А для того, чтобы определиться, опять же, с высотой сидения, потому что в этом случае она будет немного другая. Лишние линии я убираю. То есть, получается, по боковой линии у нас талия сходится, а к центру переда она просто немножко понижается. То есть, смотрите, у меня получается, здесь я добавила 2 сантиметра, здесь добавила 2 сантиметра, а еще третьи 2 сантиметра у меня как раз пойдут на вот этот коэффициент растяжимости. То есть, с учетом того, что ткань у меня эластичная, у меня эти сантиметры, 2 сантиметра растянутся, да, это с учетом, что ткань умеренно эластичная. Ну, то есть, вот трикотаж, да, обычный трикотаж, он тянется и сюда, но он упругий. Он тянется, но он упругий, то есть он не такой рыхлый, допустим, как масло. Можно еще объяснить так. Мы полочку строим по спинке. Спинка у меня 37 сантиметров, а полочка на 6 сантиметров больше. То есть мне эти 6 сантиметров где-то надо взять. Поэтому 2 сантиметра я беру сюда, 1/3. 2 сантиметра я беру сюда. И от этой линии я буду откладывать высоту сидения. То есть вот здесь мы уже можем вот это смело все убирать. Вот это смело все. Мне не нужно было это даже копировать, наверное. Вот так вот все убираю. И уже от этой линии талии вниз я откладываю высоту сидения 26,5 сантиметров. Так, я беру пока опять же карандашиком. 26,5 сантиметров. Вот она моя будет высота сидения. А вот эту я убираю. А линия бедер, она у нас остается на месте. Нам необходима линия бедер для того, чтобы измерить высоту бедер. Да, вот они мои 16 сантиметров. Здесь 25, здесь 16, чтобы прорисовать вот эту линию. Да. И уже по этой линии я снова откладываю те же самые 13 сантиметров. Вот эти, да, которые по спинке мы с вами откладывали. Вот эта часть от линии талии вниз. Вот она. Далее, от высоты сидения по спинке, ну я, наверное, все-таки прорисую ее пунктиром, да, прорисую сейчас. Давайте так, прорисую пунктиром и линию талии, которая была у меня. Так, линию бедер прорисуем пунктиром. И новую линию высоты сидения. Теперь от высоты сидения я откладываю также 6 сантиметров, как и вот здесь по спинке, по задней половинке. Вот они 6 сантиметров. Сюда я откладываю 2,5, так же как и здесь. И соединяю эти точки. Теперь вот эту точку 2,5 я соединяю вот с этой точкой 13. Делю пополам. И от этой точки вверх я поднимаюсь, насколько вы хотите открыть вот эту линию. Я сейчас здесь застегну. То есть, насколько вы хотите открыться вот здесь. Ну, кто-то любит более закрыто, кто-то любит открыто. Я беру среднее число 5 сантиметров под прямым углом по отношению вот к этой пунктирной линии. Вот они мои 5 сантиметров. И теперь мне нужно каким-то образом плавненько соединить вот сюда с точкой 13. Вот здесь будет прямой угол. Вот здесь тоже должен быть прямой угол. Вот здесь. И мы начинаем
То есть мы соединяем с точкой 5. Вот здесь начинаем с прямого угла и дальше поднимаемся к точке 5. Вот смотрите, а если, допустим, 6, она у меня поднимется выше, да, вот здесь. Если, допустим, 7, еще выше. Но я считаю, что 6, 5, 6 это, наверное, средняя такая цифра, то есть больше 6 это уже будет очень-очень все открыто. Хотя кто-то так и носит. Смотришь и купальники, и вообще... В общем, я беру 5 сантиметров, и вот я карандашком прорисовала, мне линия понравилась, я ее повторяю. И теперь нам нужно измерить еще одну очень важную мерку. Ну, давайте я, наверное, на себе покажу. Значит, мы с вами перекидываем вот так сантиметровую ленту, я надеюсь, видно, от линии талии по переду. Сейчас я ее подтяну. От линии талии по переду до линии талии по спинке. Вот так я измеряю. И у меня получается 68 сантиметров. Теперь давайте измерим. От линии талии по спинке до самого нижнего, до самой нижней точки вот этой 6. Получается 38,5 сантиметров. Продолжаю. 38,5 я прикладываю вот так к новой линии талии по полочке и до точки 6. У меня получается 71. И 3 сантиметра у меня в запасе. То есть 3 сантиметра пусть они будут в запасе. Я не думаю, что они будут лишними. По крайней мере, вот здесь у меня лишними не были. Я на себе примерила. Очень все плотненько, так хорошо сидит. Несмотря на то, что многие блогеры швейные показывают, что нужно коэффициент растяжения по длине. Вот здесь я этого не почувствовала, честно. Я по этой выкройке уже себе приготовила купальник. Я сейчас покажу его заготовку. Вот она моя заготовка. Вот так у меня будет выглядеть спереди. Еще, конечно, не обработано, только все сколото вот так по спинке. Не хочу слишком открывать. Хочу, чтобы максимально была закрыта спинка. У меня достаточно глухая линия по ягодицам, да, вот эта вот линия. Далее чуть-чуть углубила я по пройме. Здесь, конечно же, заузила. Здесь, по-моему, 3 сантиметра убрала и оставила здесь 4 сантиметра. Но это с припусками, да, здесь получится примерно 2 сантиметра лямочка. Ну и для ластовицы здесь вырезала. То есть, кстати, ластовицу тоже можем сейчас вырезать от точки 2,5 или от точки 6 вот сюда. Можно подняться на 8 сантиметров вверх. Так, смотрите, вот так я провожу карандашом по прямой. Но вот здесь, отсюда, мы должны примерно 0,5 вот сюда опустить, да, то есть линия должна быть вот такой плавненькой, не должна быть она прямой. И вот это будет у нас ластовица по переду. И, допустим, если мы будем строить вот такую модель, то есть без застежки, да, а как, допустим, купальник, я бы вот эту линию оставила, вот эту, где у меня по переду 6 сантиметров, да, нижняя линия. И вверх поднялась бы, здесь я поднималась на 8, а по спинке я бы поднялась на 6. Вот так провожу, опять же, прямую. По спинке мы от этой точки опускаемся на 1 сантиметр. И вот так плавненько я вырисовываю ластовицу по задней половинке. И вот она у нас ластовица. Ну, то есть вот до сюда, да, ластовица. Вот это у нас будет ластовица по переду. А это по спинке. Можно ее, в принципе, откопировать. Допустим, смотрите, вот так можно откопировать. Копирую заднюю половинку. И вот таким образом, вот таким образом копирую переднюю половинку.
Видите, у нас получается передняя половинка более такая плавная, а задняя более... Ну, это из-за того, что у меня закрытая, да, задняя половинка. Если у вас будет открытая, то она будет тоже по-другому выглядеть. Ее можно вырезать и откопировать на эту же выкройку, если вы ее хотите оставить для будущего пользования. То есть ластовица, чтобы была просто отдельно. Если вы меняете, допустим, линию вот эту по выкройке, то вы меняете и по ластовице. Меняете ластовицу. Я сейчас ее где-нибудь вот сюда. Так, карандашиком сейчас. Вот так вот сюда. Сюда. Конечно же, мы делаем припуски на шов. Обязательно, да, когда мы все это выкраиваем. Обязательно делаем припуски на шов. Но тут еще смотря какая будет обработка. Если, допустим, обработка будет специальной бейкой трикотажной, то есть не будет там никаких загибов и так далее, да, то тогда... Так, я сейчас... Вот так. То тогда можно вообще без припусков, да, кроить. Специально сделаю красным-черным, чтобы она отличалась. Черная это спинка, красная это полочка. Можно подписать. Ластовица. Все. Выкройка готова. Можно пользоваться. Шить какие-то боди, купальники и так далее. Я очень надеюсь, что видео для вас было полезным, понятным и интересным. Шейте для себя и своих близких комфортные, интересные, эксклюзивные изделия. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем классного настроения. До новых встреч!